Добро пожаловать на шоу «Кто прав?». Поаплодируйте себе, какие вы молодцы, что пришли сегодня. Правила шоу простые. Мы рассматриваем женские претензии к мужчинам, где, по их мнению, мужчины неправильно поступают, и наши комики будут всячески оправдывать и защищать этих мужчин в сложившейся ситуации. А в конце зрители проголосуют, удалось ли комикам защитить и оправдать этих мужчин. Давайте познакомимся с нашей претензией, с девушкой из зала. Представьтесь, как вас зовут? Привет, меня зовут Оля. Очень Оля, приятно. здравствуйте. Здравствуйте. В общем, у меня такая история. После 14 февраля, на следующий день, у нас дома не было много еды, и в холодильнике оставался такой хороший, спелый, классный большой банан. Я подумала о том, что мой молодой человек будет возвращаться с работы, ему нечего будет есть, и съела половинку банана, половинку оставила ему, ну, чтобы ему было что перекусить. Я просто оставила его на столе, чтобы ему даже не пришлось лезть в холодильник. Просто позаботилась о нем максимально, насколько это было возможно в тот день. А он, увидев этот банан, предъявил мне за то, что он не лежит на тарелке, что он выглядит неэстетично, что он не лежит даже на рабочей поверхности Он с этой стороны подошел. И в итоге мы полночи ссорились о том, что я оставила ему недоеденный банан, неэстетичный, некрасивый. Из этого скандала проснулась моя дочь. Она, слыша всю эту историю про банан, пошла просто на кухне, доела банан, да, и в итоге мы ссорились за этот банан всю ночь. И моя Чем претензия... вы бананом занимались, я вам так скажу. Вот, как раз об этом моя претензия. Претензия в том, что зачем ссориться, если можно трахаться? И ужинать. Не, ну дочке бы банан твоего парня явно не понравился, там бы она бы вряд ли его доела. Его банан на самом деле хорош, и в этом как бы к нему претензий нет. Надо было его есть, а не тот банан. Ты Так перепутала. она из добрых побуждений, чтобы человек покушал, Чтоб не он был с пола, сытый, не да. с мусорки, а со стола, оставила половиночку, правильно? Все правильно, Романтично. позаботилась о нем, чтобы он не Но голодный спать как ложился. можно трахаться, если ты съел пол банана, блядь? Да. Ты сколько поел, столько и потрахался. Есть на полшишки. полшишки, Есть да, такой Даже на банан. полшишечки не было, понимаешь? Мы Подожди. ссорились всю Так ночь. вообще не было шишечки, был банан. Банан — это весь ужин? Пол банана. Пол банана, я извиняюсь. Ну, к Банан, сожалению, пол да. банана. Но это так просто произошло из-за праздника. Ну, то есть до праздника мы... Пожрали все. Да, все нормально. И тут просто вот, ну такая ситуация, да. Смотри, я тебя учу. Алло, пиццерия? Да. Мы хотим банана сюда. пиццу. Слушай, ну ладно, если бы мы ссорились из-за того, что ему есть нечего было. Ну, Ну смотри, стой. Смотри. мы ссорились из-за Это того, что абьюз. банан Я ничего не неэстетичный. понимаю. Пол банана же было, как бы, что, нечего есть. Ну смотри, это с твоей стороны очень некрасиво. Ты что делаешь? Типа, если я приду с работы, мне девушка скажет, вон я там яблоко не доела, доешь? Ну, я доем банан. Ты У меня- абьюзер. Да, Там ты еще- абьюзер. Там еще кожурка от курочки осталась. Ты вообще их человек не очень. А ну давай ты, обхуесось ее, давай. Так они ругались из-за того, что он начал ей предъявлять. Она-то из добрых пустом побуждений. месте. Не на пустом, там было полмана. Ну да. Эта история еще раз доказывает, что люди произошли от обезьяны. Ой. У меня еще такой, ну типа между делом вопрос. Ты еще там трахаться хочешь, нет? Там, У меня банан Это с собой. личный вопрос, да, мы потом... Смотри, какой банан. С собой банан остался, половина. Чисто гипотетически. Я не для себя спрашиваю. Для подруги, для друга. Я бы еще хотел спросить, вы там только по бананам, да, или там другие фрукты подойдут? Ну да, мало ли что. Я еще думаю, знаешь, мне кажется, у вас вот эта ссора ваша, она была не очень информативная. Он говорил, блядь, пол банана. Ну, На меня просто это столе. разъебывает. Пол я не банана знаю. мужской. Не, ну с одной... Я плюнул на тебя, прости. Вы с ним до сих пор вместе, да? Да. Ты дошла до тебя? Лидер, понимаете? А можно еще дополнить претензию? Конечно. Да. Еще Неужели там еще как задействован апельсин? Клубника. дополни, Я еще половину банана положи ему. Смотри, я хочу добавить еще вот что. Мне и так приходится вот тише заниматься сексом из-за того, что дочка там в соседней комнате. Еще и муж А так не получается, спит, да? мы Еще ссорились и муж сидит, громко, ее смотрит. разбудили. Ну, то есть причина ее, вот того, что мы ее разбудили, даже тоже не секс. Ну, то есть, ну, вообще, вот ночью Вообще вдвойне ночь обидно. ужасно провели, Не, ну получается. если ребенок просыпается от секса,
Блядь, не продолжай, пожалуйста. То это какая-то католическая Приглашаем церковь. его присоединиться. Ну, Получается, что бананы и кокосы это вообще не апельсиновый рай, получается. Нет, почему? Бананы, Пол банана, пол возможно. кокоса. а там половина банана. Но он был наполовину полный, понимаешь, да? Да-да-да. Да. Если Это бы был ты ему полноценный оставила ужин половину перед сном. кокоса, то он бы не расстраивался абсолютно. Извините. Если бы я пришел домой, и мне на ужин дали пол банана, я второй раз туда не приходил. Я еще радуйся, что с тобой еще до сих Это пор. не мой дом. Да-да-да, мне здесь не рады. Не, я понимаю, то есть ты, получается, оставила пол банана на столе, и он за этот день затемнел, там, почернел, заплесневел уже. Я понимаю, уже так себе выглядит на столе. Так он поел в тот день хотя бы вообще? Да нет, это не Я ругались. переживаю просто, ну. Он же еще и голодный, блядь. Он до сих пор не ест. Прикиньте, как они люто обшмалились 14 февраля, что съели все в доме. Остался только один банан. Не, И это смотрите, с последний косяк холодильника докурила, съели, такая, да. хавать хочется, и банан такая смотрит. Блять, половину, всем половину оставлю, я же все-таки человек. Надо было оставить банан не на столе, а в себе, тогда бы он доел сразу. Это хорошая идея. Мы просто... мы Вырежешь Я- тоже. Это как надо сильно любить бананы, чтобы съесть его откуда угодно. Прям вот, ну что это за Оттуда можно обезьяна съесть. банановая? Что это за банан с рыбкой? Солененьким привкусом. А чуть-чуть. еще вы заметили такой момент? Какой? Что мужик... А кем он работает? Он в ресторане В работает. ресторане. Блин, с работы не мог Он и еду так принести. похавает, Не, идет послушайте, на полбанана. послушайте, он отработал смену в ресторане, бегал вот это, что-то делал. Возвращается домой, видит, Нормальную еду кушал. что ему на ужин дают пол банана, и он удивляется, что он не эстетичный. Не то, что мало ему. Или вам норм пол банана всем, я не понимаю. Да не, он спрашивает, сама готовила? Она соврала, говорит, да. А почему здесь капелек этого джема А нет? во Вокруг, сколько да, это вот было? это вот Во подача, сколько ты где- съела банан? Не, говорит, блюдо нормальное, Я не помню, подача, часов отстой. 12 ночи, наверное. В 12 часов ночи? Да. А когда то он есть это Нифига себе, просто что ты перед сном живешь по достать. ночам? А что ты после Не, ну он 6 ешь, я поздно не понял. приходит, пацаны. Мы его защищаем, не забывайте. А, точно. Не, стойте, вы видели этот прикол? Короче, была вот эта инсталляция, да, или как это называется? Да, когда банан- Перформанс, когда банан прилепленный скотчем. Так. Ну, он его купил за 50 тысяч долларов, а она его отсняла, блядь, и положила на стол. И он такой, я хотел перепродать через 2 года его. Она как курочка ряба, не волнуйся, я тебе куплю новый банан, простой, Не, ну. не золотой, без скотча. На самом деле, у меня была похожая история, короче, у меня, ну... Тоже полбанана тебе Нет, ставили? нет, все гораздо хуже. О, Я нихуя. доел Финик. колбасу жены. И ей не сказал. А она очень захотела вечером кушать. И знаете что? Нет колбасы в холодильнике. А у нее прям именная колбаса. Ну нет, ну типа И какая-то там не колбаса. отвертишься, там камеры везде стоят, там сразу понятно, кто. Подписано было. И она даже для не могла Жени. подозревать, что, ну, в доме, кроме ребенка, Кроме мужа, есть мыши. еще и крыса, Кроме понимаете? мыши, Которая И живет мне в так нише. выебали мозг за эту колбасу. Я думаю, лучше мне банан в жопу засунули, чем... Вот и я так ты думаю. имеешь в натуре по-пидорски. Да ты его поступать. съела, нечего сувать. Лучше бы тебе в жопу засунули банан, она думает. Я не знаю, как банан в моей жопе может защитить мужчину, у которого... Ну давай проверим. Ладно, ребята, давайте голосовать. Если вам кажется, что у комиков не получилось оправдать Не получилось наугад. парня Оли, поаплодируйте, пожалуйста. Да, поехал, нормально. Нормально. А теперь поаплодируйте, если вы считаете, что у комиков, да, получилось оправдать парня Оли. Да. Оля, Супер. спасибо, очень смешная, Классная Британия, претензия. очень круто, спасибо. И под ваши аплодисменты мы начинаем претензию из форума. Аплодисменты. Мой бывший муж, с которым мы в разводе 10 лет, постоянно выкидывает разные фокусы, огрызается. Оп! Она спит, он Вы в разводе? Чему на моноколесе? К чему этот цирк? Видели банан?
банан, а теперь нет банана. Так, в общем, муж выкидывает какие-то разные фокусы, огрызается и манипулирует. Я не хочу с ним общаться, бывший, но у нас есть общий ребенок 14 лет, воспитанию которого он не хочет принимать никакого участия. Говорит, что я настраиваю его против него. Несколько дней назад мой бывший впал в клиническую смерть, и на несколько минут у него остановилось сердце. Он Что он себе решил, что это позволяет? лучший способ не платить алименты, видимо. Да это что происходит такое? Что за женщина там вообще? Видимо, ответственность за собственного ребенка для него настолько тяжела, Он решил умереть. Ну, блядь. что проще прикинуться мертвым, чем Бля. выполнять свои Это обязанности. дьявол, пацаны, это дьявол. Смерть не причина. Ребята, вы понимаете? Стоп, давайте сразу я скажу, отобью эту тему, что, типа, ну, прикиньте, человек пропал, типа, не участвует в воспитании дочери. Вот это я, блядь, понимаю, номер с исчезновением, нахуй. Вот это фокус, блядь. Я просто представил, знаете, ему плохо стало, короче, скорая приехала, и как бы они его вот это в тележке забирают, и как бы уже несут, и она такая, ты куда пошел? Ну-ка, давай поговорим. Такая рядом идет, он идет, куда пошел? Давай, мы с тобой поговорим. Симулянт, вставай! Раз! А потом два! пришла домой, говорит, он Подождите, притворился. По Да он итогу, прикидывается, Подождите. деньги где? Деньги по где? итогу претензия, что мужик умер. А нет, он живой. Походу, да. У него претензия в том, что он избегает всяческой ответственности Потому что и он в типа коме, прикидывается. блядь. Он в коме, как он, блядь, что он сделает? Просто что он может? У него была клиническая смерть на несколько минут. Если есть клиническая смерть, то есть полицейская смерть и пожарная. Так, стоп, у меня такой вопрос. Реально? А мы за всю историю этого шоу, так называемого, хоть раз отмазывали мертвеца? Ну, это впервые, то есть, бля, Да, папаша зомби. Зомби-фокусник. Такой, ну, смотрите, палец, оп, и реально оторвал его, бля. Не, ну секундочку. Охуеть. Не, ну ее тоже можно понять. Если у Иисуса получилось, то он-то что? Ну пора уже, давай тоже воскресай. Вы что такое? Кого понимать, подожди. И он фокус думает такой, видишь эту бутылку, сейчас она исчезнет. а вместе с ней и проблемы. Я мертв. Какой-то. Да, я мертвый, я в коме, меня не беспокоить. Она считает, что он типа прикинулся для того, чтобы избежать в дальнейшем ответственности, потому что он в дальнейшем ей не платил алименты. Ну, я же недавно умер. Представляешь, сколько там элементов, что он инсценировал свою смерть, чтобы не платить просто. А прикинь, Какая Пластическую требовательная. операцию уехал. а прикинь, он так очень тупо прикидывается. Она вот так телек смотрит, она заходит, он... Я в коме. Мне кажется, у меня нет пульса. Такой еще подглядывает так одним глазом. Это сумасшедшая женщина, потому что я больше чем уверен, если он умрет, она пойдет к экстрасенсу и скажет, связывай меня с ним. Сейчас, Мне нужен медиум. да. Я еще не все сказала. А что этому мужику нужно сделать, чтобы от него отъебались? Прикиньте, не Платить умереть. Даже вовремя, умереть не например. поможет. Ответственность брать, например, за своего ребенка, За гулять свою с ребенком жизнь, да. своим, внимание уделять своему ребенку, А если это участвовать не вообще его в ребенок? жизни. Так это у него же Его дочка. ребенок, это бывший. Так это же ну дочка, ну в целом дочке что ж там Нахуй надо. не нужна, она правда, я Ну согласна. правильно, правильно. Ей Было бы- 14, что, давным-давно, ебёт. что ты? А ей 14, она вредная, наверное, Нет, пиздец. Мама не, по-любому не, вторая. Я знаю, что мужику делать. Нужно подождать еще 4 года. Посидеть чуть-чуть. Там 18 лет, все уже. Они разведены, он бывший, правильно? Бывший, Но не 14 написано. лет Конечно, ребенку. бывший, он умер. Она вдова, он все. Алло. И она говорит, что значит умер? Плати. Какая она тоже меркантильная, из-за каких-то там денег вот этого человека. Всего лишь на еду с того для света ребенка. достать хочет. Всего лишь на еду для ребенка, каких-то там денег. Ну, кстати, возьмите себе на заметку, это рецепт долгожительства. Если вы должны жене алименты, то она вам спокойно умереть не даст. Она вас выходит, да? Где-то лет на 20 дольше поживете. Устроит такой скандал, ты скажешь, все, не умираю, все.
Потом уже на похоронах священников подзывает, я сейчас все сама. Что, умер? Я звоню Богу, да. алло. Да. А ну, отпусти там человечка на 15 Он мне минут еще раньше. должен. Ну, а прикиньте, типа, ну, если действительно это был его план по неуплате алиментов, какие он варианты отсекал? То есть он дошел. Так, съел динозавр. Нет. Под вопросом. Да. Хорошо, но подождем. Их украли инопланетяне. Очень долго играл. Тренировка смерти. Да. Он просто умер для того, чтобы там в конце тоннеля свет, и он думает, поищу там деньги, может, есть. Тут не нахожу. Да, я в этом мире уже все видел, может, на том свете там какой чемодан лежит. Космомат какой хороший. Ну что, ребята, зачем нужно избегать алиментов? Зачем нужно Очень прикидываться просто мертвым? сэкономить бабла. Избегать алиментов не надо. Нужно избегать бывшую жену, Да. которая просит эти алименты. Вот Которая требует алименты, да. Ай, хитро, хитро. а? Очень, я бы сказал, какая-то плохая женщина. Это я очень хорошо сказал. Ну, потому что мужик умер, она говорит, бабки сначала отдай, а потом умирай. Нет, он такой умер, а она такая... Зубы Открой начала рот, там вытаскивать золотые золотые. зубы были, нет? Да, как это, кстати, называется, когда оскверняют могилы? Это Пидорство. Не, это мародерство. мародер. Ну, мародерка в натуре просто. Да. Ну, если это ребенок, то он маленький мародерчик. 14-летний. Ну, надо платить деньги, ну, блин. Да не, ну мы скинемся, ладно, вчетвером Да хотите. давайте, все, договорились. Дорогие друзья, давайте голосовать. Если вам кажется, что у комиков не получилось оправдать этого умирающего мужчину, поаплодируйте, Не получилось. пожалуйста. А теперь поаплодируйте, если вам кажется, что у комиков, да, получилось оправдать этого мужчину. Мы его воскресили! Он будет жить! Спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и пишите в комментариях, кто, по вашему мнению, прав и свои претензии.